Слава Украине, привет всем от Полонского. Итак, друзья мои, Соединенные Штаты Америки и Трамп. Трамп продолжает делать вещи, о которых, ну, я уже даже не знаю, как комментировать. Это будет очень интересно самим американцам, но нам тоже. Почему? Потому что все-таки, как ни крути, наш бывший союзник. И, ну, подчас мы от них еще кое в чем зависим, да. И знаете, он является как бы примером для всех остальных. Я же не верится, что вот такая страна является примером на сегодняшний день. Вот что я имею в виду. Значит, на встрече с сальвадорским президентом Букеле Трамп сказал, что Сальвадор построил прекрасную тюрьму, вот, в которую они отправляют иммигрантов, как оказалось, не только незаконных, давайте так скажем, незаконных мигрантов, но, как оказалось, не только. И сказал, что все хорошо, но маленькая тюрьма, маленькая, она, кстати, считается мегатюрьмой, да. Маленькая тюрьма не то, что не годится, а вот ее мало, должно быть больше. И попросил у Букеля построить еще 5 таких же тюрем. И я тут немножечко обалдел, да. Вот, и думаешь, что, а зачем ему еще 5 тюрем? Это не все, да. После этого Трамп сказал, что он говорил с генпрокурором США, как ее там зовут, ну, блондиночка вот эта, да, знаете, да, она похожа на, она мне все это напоминает, как же она, Сторми Дэниелс, да, вот очень похожа на нее внешне, ну, с моей точки зрения, я могу ошибаться, конечно, но она похожа на нее чем-то внешне, как для меня, вот она вот Сторми и все, и по поведению, и внешне как-то вот так, да, но не суть, значит, попросил, да, он ей сказал следующую вещь, что неплохо бы депортировать также и граждан США. Вот это я уже не понял. Также и граждан США. И тут уже вообще, значит, как говорится, странная ситуация, потому что граждан США депортировать в тюрьму, которая находится не на территории США, это уже что-то из запредельных каких-то вариантов. И на каком основании граждан Соединенных Штатов Америки, да и не только граждан Соединенных Штатов Америки, а, например, тех, у кого есть грин-карта, будут высылать в тюрьмы Сальвадора. Вот это я, если честно, не очень-то и понял. То есть какая-то ситуация в высшей степени странная и непонятная. Да, кроме этого, вот тут журналисты заметили такую одну очень странную вещь, что Трамп начал использовать, как бы вам сказать, способ, который применялся еще у немцев. Условно говоря, он назывался, если я так не ошибаюсь, туман, туман и страх или туман и ночь. Что имелось в виду? Что в Германии при Гитлере еще приезжал черный воронок за людьми, которые в тумане, поэтому вот туман, да, за людьми, которые были не согласны с мнением вот бесноватого Адика, и забирали их, да. И больше, собственно говоря, этих людей после этого никто не видел. Да, и вот журналисты пишут, что на сегодняшний день Трамп хочет устроить что-то типа этого. А я себе говорю, стоп, у нас же тоже такое, по идее, было, да? Я вот просто сейчас скроллю страничку и вот смотрю, да, действительно, у нас же тоже такое было. Значит, приезжали черные воронки при Сталине, если кто помнит. При Хрущеве этого уже не было, но вот при Сталине это очень даже активно использовалось. Ночью приезжал черный воронок, забирал человека, собственно говоря, этого человека никто не видел. Такие вещи вообще практиковались очень много и очень часто. Да, и ночь и туман, вот, называется, да, ночь и туман, такое вот немецкое выражение, использовалось при Гитлере. И вот они хотят использовать вот эту политику. Я себе говорю, стоп, а до чего мы дожились? Что Трамп хочет использовать методику, которая была в ходу, например, в Третьем Рейхе или в Советском Союзе до 1953 года. То есть вообще обалдеть можно, ну что происходит? И сюда же в копилку, как говорится, Трампу страшно не понравилось
работа американской компании CBS. Это одна из ведущих американских медийных групп. Да. Они брали интервью, вот пару дней назад брали у Зеленского интервью, где Зеленский раскритиковал Венса за то, что тот распространяет кремлевские нарративы. А скажите мне, а кто-то может возразить на то, что Венс распространяет кремлевские нарративы, что касается войны, Украины и так далее? Кто-то возразить на эти слова предметно может? Я не думаю. Это очевидно, да? Это аксиома, не требующая доказательств, пожалуй. Вот. И это первый момент. А второй момент, значит, то, что ему сильно не понравилось, что там CBS сказала о Гренландии. А что тут говорить о Гренландии? Гренландия – это часть Дании, суверенная. Гренландцы хотят быть частично, хотят быть независимы, частично хотят быть датчанами. Вот, собственно, и вся песня. Если гренландцы на референдуме когда-нибудь, через непонятно какое количество лет, заявят, что они хотят отделиться от Дании, ну тогда они захотят быть гренландцами, независимыми. Дело в том, что в Гренландии количество сторонников присоединения к США составляет менее 1%. Вот последние выборы показали. Вообще никто не хочет США. Вообще. Ну просто дело в том, что между качеством жизни в Дании и Соединенных Штатах Америки довольно большая разница. Дания гораздо богаче, население гораздо больше защищено. Ну, скажем так, уровень жизни в Дании для вот пересечного датчанина, да, гораздо выше, чем уровень жизни пересечного американца в США. Это очевидно, это тоже не требует доказательств. Поэтому, как говорится, плюс из-за бычьей наглости Трампа подавляющее большинство гренландцев либо хотят быть независимыми, либо хотят быть членами королевства Дания, гражданами королевства Дания, но никак не Соединенных Штатов Америки. Речь идет о 99% населения. Все, тут не о чем разговаривать даже. Вот. И Трампу не понравилось, значит, то, что CBS брала интервью у Зеленского. Трампу не понравилось, ну, Зеленского он вообще же ненавидит, да, а Путина тёмкает в попу. Причем, наверное, у меня такое впечатление, что, знаете, до обеда тёмкает в правую полушарие, а после обеда в левое, а потом меняет, и Путин только попочкой крутит, а этот его, значит, тёмкает. Боится Путина, что капец, да. Тут один американец, кстати, правильно написал, что логика действий Трампа становится понятна, только если предположить, что он полностью зависит от Кремля. Вот тогда все складывается, все, а иначе объяснить это совершенно невозможно. Да, да бог с ним. Значит, он страшно оказался зол на CBS, и что он сказал, что надо их вообще закрыть. Ну, это уже вообще. То есть, давайте еще раз просуммируем. Он предлагает сделать, значит, как вот было черные воронки в Советском Союзе при Сталине, ну и в Германии то же самое было. Он предлагает закрывать газеты, веб-сайты и так далее, которые высказывают мнение, отличное от его, а его же мнение, конечно же, правильное, но не бывает другого мнения. Мнение либо Трампа, либо, соответственно, неправильное. Вот, других вариантов нет. Вот, и спрашивается, куда вы приплыли, американцы. И кто-то тут, знаете, после этого всего кто-то нам рассказывает о демократии, хочет нас учить демократии, вообще хочет нас лечить чем-то. А я так смотрю на это, думаю, твою дивизию. Вы до чего дожились там? Это уже ни в какие ворота не влезет, вообще никуда не лезет, да? Вот. Ну, посмотрим, к чему оно все придет. Но вот сейчас очень такой интересный прецедент. Чувака, у которого была грин-карта, который не нарушал американских законов, выслали в Сальвадор, в эту мегатюрьму, там электронный концлагерь так называемый, да? Вот. И суд постановил, что эта высылка незаконна, а знаете, что Трамп с этим Букеле сказал? А я его не верну. То есть чхали они на решение американских судов. То есть, ребята, на самом деле, вот если все это вместе сложить, то получается не то, что безрадостная картина, а картина получается супер мрачная. То есть Соединенные Штаты Америки благодаря Трампу буквально за 3 месяца из, ну, пускай не образцовой, но, скажем так, демократической, четко демократической страны, опоры демократического человечества, демократически настроенного, каких-то умных людей и так далее, за 3 месяца превратилась в заповедник магопитеков,
которые с гавкотом бросаются просто на всех подряд и пытаются покусать. Ну, об этом будет просто еще один ролик, потому что как бы не хочу растягивать этот. Там просто отдельная история, что касается экономики, что касается новостей сегодняшних. Вот просто предлагаю подумать над тем, что происходит. Посмотрите, что происходит. Он пытается уничтожать свободную прессу. Он дает генеральному прокурору указания, кого, что и как преследовать. Тот за Теслу, то, значит, печатное издание, извините, прессу, значит, кондрапупить. То вообще придумал, значит, еще 5 тюрем. Причем, как он сказал, чтобы Букеле, этот президент Сальвадора, был готов принимать местных из США. Не вот этих вот, не таких, как его Мелания или же там, скажите мне, Илон Маск, которые иммигранты. Не, местных, которые родились в США, вот это граждане США. Вот этих он должен быть готов там принимать. Но это вообще, это за предел какой-то. Это можно объяснить только... Я даже не знаю, чем это можно объяснить. Я даже не знаю. Ему, судя по всему, ему даже вот не Путин нравится, а вот ему нравятся люди типа Ким Чен Ына, дядюшки Си. Вот. Ну и Сталина. Сталин, конечно, наверное... Ну, о Сталине он, скорее всего, ничего не слышал в силу ограниченности мировоззрения и никакого знания истории. Но если бы Трамп учился в школе нормально и в университете, или там в колледже, что он там заканчивал, вот, и поинтересовался бы историей Сталина, да, в частности, история СССР, вот в части Сталина, я думаю, что ему бы очень понравилось. Однозначно понравилось бы, потому что он, видите, он по наитию, практически ничего не зная о Сталине, строит уже сталинизм.